Здравствуйте, армия. Как одно появление на неделе моды в Париже могло вызвать серию вопросов без ответов, спекуляции и разбитое сердце? Что именно произошло за сценой, что так потрясло фанатов и Чингука? И самое шокирующее из всех, почему HYBE молчал, когда другие говорили так громко? 6 июля 2025 года Тэхён, известный во всем мире как BTS SV, совершил свое долгожданное возвращение в мир моды, посетив показ Серлин Весна Слэш лета 2026 года во время недели моды в Париже. Это было его первое крупное публичное появление с момента окончания военной службы месяцем ранее. В вышитом сером костюме он выглядит как икона, элегантный, спокойный и привлекает внимание мировых СМИ и модной элиты. Однако, когда радость окутала момент, последовала некомфортная тишина не на красной дорожке, а в штаб-квартире хозяина. Лейбл HYBE, который ранее отмечал появление других участников BTS массовыми акциями, которые молчал. Не выступали оптимально в течение никаких постов, никаких ретвитов, никакого признания его присутствия вообще. Появились в одной прямой трансляции. И это молчание раскрывает многое, побуждая поклонников спросить, что именно происходит за кулисами. Чимин, Ви, Тэхён. Некоторые фанаты быстро поняли, что HYBE ранее продвигала взлет-на-посадку RM Butter Гравинета и шоу Sugar Валентина, даже делилась публикациями из крупных модных СМИ, таких как WWD, Billboard и Elle, или кратковременное. Но для Тэхёна ничего, никакого официального заявления, никакого кураторского освещения, никакого празднования. Камера на мгновение поймала уровень халатности, смутил поклонников и вызвал спекуляции. Хотя лейбл молчал, мир моды не молчал. Международные СМИ сообщили о дебюте Тэхёна. Деятели индустрии моды, такие как Анна Уинтур и Сидни Толедано из LVMH, признали это, и участие в социальных сетях в Инстаграм резко возросло. Данные платформы влияния показывают, что Тэхён занимает третье место в мире с точки зрения вовлеченности, только позади футбольных звезд Роналду и Месси. Даже без обычного фанаты наводнили платформу клипами, комментариями и восхищением. Ирония была резкой. Мир превратился в то время как HYBE отвернулся. Когда этот разрыв стал заметным, фанаты начали выражать разочарование и гнев. Предложение было загружено всего через 3 минуты. Ранее Twitter, пользователь собака Перплизнгрин кратко сказал, HYBE ненавидит тот факт, что, несмотря на то, что они пытались не публиковать фотографии и статьи K.I.M. Taeyong в Париже, медиа, Iconic Fashion K.R.Münste, Амперсамт Нунров преуспели. Эмоции. Каждая работа по сносу, которую они провели, была преднамеренной, потому что они не могли принять влияние Taeyong. Настроение распространяется по различным нитям. Пользователи обвиняют агентство в ревности, халатности и даже саботаже. Готовился крупный совместный. Но за бурей социальных сетей стоит еще одна проблема, а именно личное благополучие. Что это ранний тизер, хотя публичное выступление Тэхёна на мероприятии казалось идеальным. Источники, близкие к этому вопросу, указывали, что он был глубоко измотан, находясь в Париже. Но предположение на это согласно появившимся сообщениям, после выступления Серлин он подал в отставку раньше, чем ожидалось. По причине усталости 2 недели было обнаружено, что некоторые инсайдерские шепоты говорили, что он выглядел бледным во время простой встречи после этого. Другие говорили, что его голос звучал слабо во время короткого интервью. В то же время и ушли с HYBE со своей стороны выпустила официальное заявление, по-видимому, в ответ на сильную реакцию фанатов. Нет информации, они напрямую рассмотрели эти проблемы. Да, Тэхён действительно испытывал усталость после выступления, но они подчеркнули, что его состояние не было серьезным. Что за заявление подробно описано, что Тэхён прошел целую неделю интенсивного обучения и встреч со СМИ, включая интервью для прессы и фотосессии, что, находясь за границей, он посещал обязательное обследование HYBE с медицинским персоналом, и хотя усталость была подтверждена, он не показал никаких опасных медицинских признаков и продолжал запланированную деятельность после достаточного отдыха, который ранее работал с BTS. Тон речи HYBE направлен на то, чтобы успокоить, но также сохранить контроль над повествованием, хотя многие считают его слишком маленьким и слишком поздно, что намек, на который ссылается. Тем не менее, ущерб, как реальный, так и ощущаемый, уже произошел. В течение нескольких в корейском фан-сообществе и за его пределами. Многие заявили, что отсутствие упреждающей коммуникации HYBE
Би очень плохо, в то время как другие беспокоятся, что Тэхён рискует быть омраченным в своей собственной компании. Двусмысленной. Но некоторые люди заявили, что сольные усилия Тэхёна, включая его альбом «Льёвр», испытывали отсутствие продвижения, в то время как другие утверждали, что его сольное партнерство с брендом было согласовано независимо, возможно, вне непосредственного руководства HYBE. Как Шугар и Хоппи, основное сообщение HYBE, похоже, неохотно придает своей сольной идентичности такой же рекламный прожектор, как и группе. Им нужно было сделать важное. Поклонники требовали равенства, выражая разочарование тем, что их кумирам не нужно летать за признанием на своем собственном лейбле. Эпоху как раз когда шторм, казалось, утихает, Чингук, коллега из BTS и друг Тэхёна, появляется таким образом, что усиливает эмоциональную долю. И Чингук пионерами перемен, согласно различным слухам и комментариям к появившимся у видео, Чингук был удивлен истощением Ви. Эмоционально он был опустошен. Он, как сообщается, был опустошен, когда узнал, что Тэхён скрывал, насколько он устал. Если вам это покажется сложным, идея о том, что их тесная дружба, возможно, защитила их слабости, пронзила сердце поклонников. Через несколько минут. Многие говорили, что слезы Чингука были замечены в частной записи, выражая разочарование из-за молчания, беспокойство за своего друга и печаль, потому что Тэхён чувствовал себя неспособным раскрыть свое истинное состояние до окончания инцидента. Идентичности BTS. Этот момент затрагивает суть эмоциональной близости BTS. Да, они функционируют как суперзвезды, но их модель братства и прозрачности имеет глубокий смысл для фэндома. Представьте, что Тэхён страдает в тишине, и HYBE молчал, когда фанаты просили разъяснений, создавая ощущение эмоционального предательства. Форумы, такие как речь идет не только о маркетинге, это кажется личным. Бразилии заняты обсуждением. Журналисты и аналитики K-pop начали переосмыслить обсуждение, которое носили участники во время лайв. Что этот инцидент раскрывает о внутренней культуре HYBE, анализ своих жестов, почему агентство недооценивает или отвергает одну из своих самых больших фигур? Эта усталость скрыта, или, что еще хуже, подавлена ради контроля изображения. Смысла заявления Тэхёна наблюдатели провели параллель с предыдущей критикой во время продвижения Льёвр, отметив, что изображение Тэхёна было заменено или приглушено по сравнению с другими участниками, например, используя общие иллюстрации BTS для Ви, в то время как другие получили сольную обложку. Волну перемен. В модном бизнесе, когда такая икона, как Тэхён, привлекает глобальное внимание, даже более высокое участие, чем Роналду и Месси, они оценивают это как ценность. Хан Мин У, они измерили это в университете Йонси, но стратегия HYBE показывает безразличие или нежелание использовать его публично, который переопределит их позицию. Эта дихотомия вызывает дебаты, не готов ли HYBE управлять импульсом каждого члена заявления. Или происходит еще одна внутренняя динамика политики, которую фанаты еще не могут понять, пик общественного беспокойства. В разгар шторма другие члены BTS, как сообщается, связались с Тэхёном в частном порядке, подтверждая солидарность по предоставлению важных объявлений. Эмоциональная реакция Чингука становится символической, не просто слезы, но и реальные доказательства того, что отношения важнее оптики. Но теперь вопрос не только даже некоторые модные люди лично похвалили Тэхёна за то, что он с достоинством справился со своим удивительным дебютом, несмотря на усталость. Конец. Они заметили его спокойствие за кулисами, его вежливый, но тихий ответ на вопрос и его мягкое спокойствие при взаимодействии. Готовится ли Тэхин к своему Затем эти тонкие признаки были истолкованы как намеки на то, что он преодолел усталость с профессионализмом, но, возможно, за счет своего собственного благополучия. Это была тихая сцена, заявление HYBE, опубликованное через несколько дней после мероприятия, содержало такие предложения, как «Хотя наш художник измотан после серии плотных графиков, за ним внимательно следит наша медицинская команда, и никаких долгосрочных проблем со здоровьем не выявлено». Но для многих фанатов отсутствие первоначальной прозрачности и отсутствие извинений за коммуникативную халатность кажется пустым. Призыв к HYBE быть справедливым по отношению к Тэхёну продолжается, повторяется во всех фан-аккаунтах и комментариях. До середины июля 2025 года влияние продолжает расти. Некоторые фанаты запустили кампанию, требуя справедливого обращения и равного продвижения. Онлайн-петиции, хэштеги и скоординированные доски объявлений просят HYBE представить сольную работу Тэхёна с такой же видимостью, как и другим участникам. Между тем, более широкие средства массовой информации обращают внимание. То, что начиналось как показ мод, превратилось в тематическое исследование динамики агентства художника, ожиданий фанатов и эмоционального доверия.
Но, по сути, повествование остается личным и незаконченным. Тэхён, любимый художник, стоит под огнями города Париж, уставший, но сияющий. Чингук, его друг, потом узнал и заплакал. Поклонники стали свидетелями тишины. Почувствовали пренебрежение и боялись разнола между компанией и одной из ее самых больших звезд.